Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я отсняла видео раскрашенным за месяц, поставила все раскраски на свои места. До этого я еще здесь разбиралась, потому что снимала видео о своей коллекции. Но видео о коллекции выйдет намного позже, я пока не знаю, когда это случится. Но на этой полке у меня лежит то, что я раскрасила. Раньше я как делала? Я составляла планы и сразу выставляла все это сюда и брала с полки. Но планов сейчас я не составляю уже 3-й или 4-й месяц. Ну, как-то мне это уже стало неинтересно. Поэтому все раскраски стоят тут, и когда я что-то беру, раскрашиваю, то это ставится сюда. Но вообще мне вот этих полок уже не хватает, несмотря на то, что я сейчас стараюсь редко покупать раскраски, только когда прям что-то уж очень сильно понравится, или когда мне там дают бонусы, когда можно вообще бесплатно практически что-то взять. Все равно стоит все впритык, прям очень сильно впритык. Ну, значит, магический дом, волшебные истории я раскрасила на этот месяц чуть-чуть пораньше, так как снимала опять же видео, я снимаю видео впрок немножко, вот, поэтому, слава богу, сюда поставилась, потому что тут прям впритык было. Вот. И я еще несколько раскрасок положила сюда, то есть специально не поставила, а положила, потому что вот это раскрашено, а вот это только у меня в таких моих планах. И в этом влоге я начну с удивительных животных, потому что в том месяце я ее забыла как-то. Хотя я всегда каждый месяц здесь что-то раскрашиваю, поэтому в этом месяце я буду раскрашивать 2 иллюстрации, причем здесь у меня одна иллюстрация, еще целый разворот. Вот. Ну а так, по предварительным планам, вот эти цветочные узоры, потому что раскраска хорошая, но я ее почему-то мало задействую, незаслуженно. Она немножко на прекрасные цветы похожа, но ту я практически каждый месяц задействую, а это вот стоит на полке. Еще подарок Виолетты, чудесные цветы, это тоже прям обязательно, поэтому я решила уже, чтобы ничего никуда не впихивать, пусть они лежат здесь. Так что перейдем сейчас с вами вот сюда. Так, я зажгу свет, кольцевую лампу. И могу сейчас, в общем-то, приступать к раскрашиванию. Значит, по плану у меня, ну, я не сказать, что прям всегда по порядку, да, я рассказывала, что я начала раскрашивать здесь по порядку, и вот это все у меня так и идет. В какой-то момент я там залезла вот этих божьих коровок раскрасила, я не помню, может, еще что-то. Вот, но сейчас снова иду по порядку, и получается, что в марте я вот это раскрасила, а это должна была раскрасить в апреле, но вот просто руки не дошли. Нет, у меня было много времени, то есть я сразу скажу, что я, ну, раскрашено это за месяц я снимала 30 числа, а в целом закончила все раскрашивать раньше. 30-го я там пару иллюстраций доделала, самую малость. И у меня было много времени, но у меня есть еще сейчас масса других, к сожалению. Ну, не к сожалению даже моментов, но тем не менее, когда где-то что-то обламывается, приходится, как вы понимаете, компенсировать. Собственно, ну, когда, допустим, ну и в моем случае, если там YouTube, как и у всех сейчас, к сожалению, приносит на 80% дохода меньше, ну, я, в отличие от других блогеров, я не перестала снимать, меня это как бы не останавливает, потому что я всегда честно говорила, что YouTube это и мое хобби, и моя работа, вот, потому что, в принципе, меня так воспитали, что работа должна доставлять удовольствие. Поэтому даже выбор профессии был полностью на мне и то, что мне нравится. Меня никто ничего не заставлял. Ну вот. Но, тем не менее, да, приходится как-то это компенсировать. В моем случае там салфетки, вязать еще что-то.
Ну, это да, к вопросу о том, когда говорят, что там, чем видео снимать, идите работать, да. Ну, не мне так говорили, но у нас любят так жестить, а потом, что это видео стало мало. Ну, как-то так. Так вот, я должна была в апреле раскрасить вот это, ну, а в мае получаются вот эти мыши. Мыши, лев. Мыши вообще, мне кажется, кадриль танцуют, посмотрите. Сейчас. Вот 100% они танцуют кадриль. Милые такие. Я вообще люблю мышей. Львы тоже прекрасно. Буду раскрашивать. Здесь будут и акварель, и акварельные карандаши, и просто карандаши. А здесь я пока не знаю. Здесь, наверное, тоже будут карандаши, сухая, может быть, пастель, может быть... Ну да. Ладно, мы посмотрим. Может быть, здесь тоже будет акварелька на фоне. В общем, сейчас я подберу материалы для раскрашивания, поставлю на штатив, подключу микрофон и вернусь к вам. Ну вот, я выбрала карандаши. Это будут Braubер Карт, подарок от Оксаны. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Наверное, нужно немножко еще опустить штатив. Ну, здесь есть все основные цвета, в принципе, все, что нужно. Листочки я раскрашу вполне себе традиционно. И я решила, что мне хочется, чтобы это были карандаши. Хочу, чтобы был контраст такого глянца, матовости. Ну и вот этот цвет мне вообще всегда нравится использовать. Даже если где-то требуется такая сочная, яркая трава, зелень, я почему-то все равно всегда люблю использовать именно вот этот цвет. Ну вот мне так нравится. Да, не очень удобно, конечно. Ну, ладно. Что поделаешь. Тут, конечно, нужно побольше слоев. Ну, как минимум 2. Тут не обойдешься просто, знаете, блендером, мне кажется. Я так думаю, что это видео, ну, может быть, я буду снимать такими включениями в несколько частей. Ну, посмотрим. Вообще, как по настроению, как пойдет дело. Но абсолютно точно, вот должны быть здесь 2 иллюстрации раскрашены. Не сказать, что у меня есть какой-то прям план относительно этой раскраски. Заканчивать я ее пока точно не собираюсь, потому что при всем обилии раскрасок, вот, знаете, это не так много, которые прям реально по-настоящему сильно-сильно бы нравились. Вот, и поэтому, кстати, насчет блендера, именно поэтому это вот то, что Ульяна подарила, спасибо огромное. Вот все-таки этот кахенуровский блендер, он прекрасен. Вот, ну просто уже как-то действительно я получаю удовольствие от раскрашивания здесь. Поэтому хочется уже, чтобы, раз уж каждый месяц тут крашу, то
как-то этого количества придерживаться. Пропустила, надо, значит, наверстать. У меня примерно та же ситуация с Марией Тролли в час заката, потому что я именно в час заката люблю. Все остальное у меня так себе. Желтый как-то тут вообще теряется. Большой листочек, прям такой. Ладно, сразу здесь по умолчанию больше желтого добавлю. И поменьше этого, потому что все-таки он прям такой цвет темный. Но при этом он, знаете, со многим очень хорошо сочетается. Вот этот вот цвет мне не очень в целом. Но тоже надо его использовать. Сейчас как раз хочу попользоваться вот этим ластиком. Это Faber-Castell, тоже Ульяна дарила. Я пока из пенала ничего не доставала, это даже удобно. Вот. Ну, я использую жесткий ластик, белый. Я просто его как-то люблю, вообще люблю, чтобы ластик был такой жесткий. Единственное, что заточить его уже так, как этот, не получилось. Но в отличие от моего, который у меня был из Леонардо, этот затачивается точно лучше. Он довольно-таки жесткий, поэтому форма все равно очень удобная. А вот здесь вот он помягче, но я еще и не затачивала. И даже будет интересно, как оно получится. Ну, я так подозреваю, наверное, как и в Леонардо. Ну, в общем, скоро мы это узнаем. Вот я сейчас специально им стираю, чтобы попробовать. Даже будет интересно. Но вот этот ластик весьма неплохой. По крайней мере, в плане заточки, в плане ощущений. Надо будет свой вот этот почистить. Но у меня сменные есть. Но я этот не так давно ставила. Но вот стирает до самого конца вот этот вот. Мне так кажется. Ну, не знаю, буду все пробовать, надо. Еще у каждого ластика, у каждого цвета есть свое назначение. По факту надо все читать. Тогда, я думаю, будет вообще все отлично. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, что этот процесс я уже продолжу за кадром. Потому что я планирую уже делать, как я сказала, еще всякие включения, и нет смысла раскрашивать прям очень-очень долго на камеру. Вот. Потом буду что-то еще в процессе показывать, рассказывать. Сейчас уже тогда вот этот листочек на камеру дораскрашиваю.
Но блендер, конечно, шикарен. Он прям очень хороший. Но вот здесь, мне кажется, что нужно вот прям вот в этом направлении сначала. А потом уже вот так. Уже раскрасила и хамелеона, и листочки. Прошлась пока вот этим блендером. Мне нравится эффект, но я потом еще пройдусь блендером карандаш и салфеткой, для того, чтобы все уже блестело. Смешивает, конечно, он восхитительно. Вот. И, значит, сейчас здесь будет все-таки фон. Я хотела сделать, знаете, сухой пастелью Мунго, такой вот болотного какого-то цвета, но вроде бы это не разворот. Но вот, во-первых, сюда краска попала. Но я еще подумаю. Нет, вообще хотелось бы, честно говоря, наверное, сухую. Сюда все-таки пастель. Не знаю, почему-то именно сухую пастель я сюда хочу, но я ее сделаю позже, потому что сейчас я займусь вот здесь вот фоном, и фон у меня будет именно акварель сначала. Сначала я сделаю акварель, а потом сделаю поверх карандаш. Ну вот у меня уже примерно таким образом был сделан вот разворот вот со слонами. Я сначала, по-моему, делала акварелью, потом карандашами, чтобы черный фон был поярче. Но здесь у меня будет не черный фон, наверное, а какой-нибудь... Ну вот если мыши, допустим, серые. Ну да. Ну вот мыши, да, пусть будут серые. Львы, понятно, такого цвета. Я вот думаю, ну, фон пусть будет зеленый, скорее всего. Да. Значит, я сейчас сначала подберу карандаш, потом возьму акварель и все-все закрашу. То есть, ну, на это, кстати, уйдет время. А мышей я буду красить карандашами Vista Artista акварельными по контуру, и потом буду размывать. Но, наверное, я возьму черный карандаш и вот так вот буду потихонечку размывать. Ну, я сказала, что они должны типа быть серыми, но вот будет что-то средненькое. Я уже сделала фон, но повторюсь, что сверху будет карандаш. То есть это просто, чтобы такая вот подложка. Я использовала акварель луч, но которые 18 цветов с золотом и серебром престиж. Вот этот цвет использовала. А насчет карандашей я пока не знаю. Я взяла из Fix Price вот этот карандаш двухцветный. Здесь олива и коричневый. А также из набора Ашан 50 цветов олива. Посмотрим. Но у меня дело в том, что у меня есть еще вот там вот по проекту Project Pen использовать по максимуму. Может быть, там будет какой-то цвет. А еще сейчас покажу. У меня есть набор Faber-Castell. Вот этот. Он вообще никудышный. И, в принципе, на акварель, может быть, он ляжет. Может быть, я даже, кстати говоря, отсюда что-то возьму, а не вот эти карандаши, потому что эти и так ложатся хорошо. Есть смысл как бы оставить. А вот эти надо использовать. Вытащила два карандаша, точнее, вытащила все. Попробовала этот и этот, вот этот. Вот он-то хорошо лег, но вот этот вот потемнее. И я думаю, что, наверное, лучше всего я его тут и использую. В теории можно попробовать, наверное, как-то это все посочетать. Может быть. Но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы использовать именно один цвет. И учитывая, что здесь будет все светлое, то, наверное, лучше сделать фон потемнее.
Ну, вот как-то так получается. В принципе, нормально. Ну, а мыши, конечно, танцующие, кадриль прекрасно. Ладно, я это видео буду завершать. Здесь я уже решила для себя, что будет сухая пастель. Вот. Ну и здесь я уже тоже объяснила, что карандаши Виста Артиста по контуру логичнее всего будет. Сухая пастель вряд ли, конечно, я тут использую. Может быть, а здесь, может быть, масляная будет пастель. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 рыжая 3. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорых встреч, пока-пока.